кажется, я там потеряюсь. Надо. Ой. Ребята, привет! Сегодня мы пришли на автомобильную выставку. Давайте посмотрим, что здесь можно найти. Кто любит ретро? Кому нравится? Ребята, посмотрите! Я так внутри рассматриваю, все так душевно. Старенький Мерседес. Не то, что сейчас бездушные эти дисплейные машины. Ну, я бы на таком прокатилась, конечно. Не уверена по поводу коробки передач. Если это было бы легко, и руль поворачивался бы легко с усилителем, то да, проехалась. Мне подсказали, что эта машина Феррари, оказывается. Я знаю, что это кабриолеты. Больше я ничего не знаю, ребят. Но покажем вам. Ну, конечно, вот это красненькое, просто огонь. Это, конечно, красота, спору нет. Но смотрите, 80-х машины какие были. У меня аж мурашки идут. Сзади, это же вообще дизайн какой. Просто делишес. Кожаный салон, конечно же. А вот эти фары, посмотрите, они же выезжают. Так все отполировано. Красиво. Мне кажется, современные люди чувствуют в этом автомобиле себя как в танке. Такое окошко маленькое. Мне кажется, я там потеряюсь. Будете видеть только мою макушку. Ой, там бутылку увидела, ладно. Уходим. Ребят, ну я немножко отвлекусь, потому что невозможно. Смотрите, машинка, видимо, safety car. Она так раскрашена классно. Представляете, так полиция была бы раскрашена. Смотрите, тут такая машинка интересная. Точно, у нее мотор сзади под стеклом. Под стеклом вообще не видела никогда. Интересно, а как он охлаждается, этот мотор? Знаете, у нас в СССР тоже была такая машина, называлась «Запорожец».
И у нее тоже сзади был мотор, и у нас в семье была такая машина. И это был кошмар. Она перегревалась постоянно. То есть мы ехали чуть-чуть совершенно в горочку, и она перегревалась. Мы ждали, когда она остынет. А это, интересно, машина также греется или нет? Конечно, любопытно, и было бы весело, если бы Запорожец здесь тоже был бы представлен. Особенно такой, знаете, тюнинговый прям. Какую бы я выбрала себе машинку? Мне, знаете, нравится вот типа такого. Такие вот. Наверное, вот та машинка была бы моя. Я бы ее забрала отсюда. Но, возможно, я еще не все посмотрела. Может быть, я бы выбирала еще между какой и какой-то. О, смотрите. И дивитесь, ребята. Я не знала, по крайней мере, я удивляюсь, что Феррари бывает в таком формате хэтчбека. Прям семейная машина какая-то, да? Знаете, ребят, что я могу вам сказать? Что у Porsche, в принципе, такой однотипный дизайн, узнаваемый. Поэтому что надо обсуждать, если я так со своей точки зрения смотрю на машину? А вот Audi, да, уже появились. Audi тоже друг на друга похожи. Смотрите, какие большие махины. Я такие, по-моему, в жизни не видела. Ну, видела, конечно, большие машины, но не такие американские пикапы. Они даже выше меня. Гляньте, огромные монстры. Здесь жить можно, мне кажется. О, она завелась. Она со мной разговаривает. Мне страшно, если бы она на меня ехала, это кошмар. Я даже до капота не достану. Как мне его открыть было бы? Наверное, вот сюда встать надо. Ой! О, мне понравилось в этой машине, как мило. Вообще, мне нравятся маленькие машинки. К тому же она похожа на какую-то легенду. Я помню, смотрела какое-то аниме старое про гонщика. Красиво. Смотрите, дизайн, конечно, как у ракеты космической, особенно спереди. Не знаю, почему у меня такие ассоциации. Смотрите, там мальчик сидит. Вы в своем детстве вообще мечтали в такой машине посидеть за рулем? Такие креслицы маленькие. А вот этот мальчик сидит. Интересно, а почему вот эта штука за водителем только одна, а за пассажиром где? Ну вот, пожалуйста, кто любит Бентли? Кабриолет такой. Вот, честно говоря, мне не нравится такой дизайн. Слишком такая мощная морда. Не, я люблю так, чтобы, знаете, скос был, тоненько. Ну, это, наверное, классика всех кабриолетов. А вот такую BMW я вообще не видела. Такая необычная, я не могу расспросить, жалко. Но...
Посмотрите, какой Мерседес. Это просто... моя мечта. В детстве у нас во дворе стоял такой. Я на него ходила, смотрела, даже рассматривала, что там внутри. А там внутри такая кожа в сборочку. Он такой необычный. Я мечтала, что когда я вырасту, у меня будет такая машина. Мечта не сбылась, конечно. Но, в принципе, и ладно. Прям красивый, черненький кабриолетик. Девочки любят такие машины. О, обратите внимание, там есть даже место для 2 собак. Я кое-что вижу. По-моему, это мечта всех мальчиков. Это Lamborghini, по-моему, да? С дверьми. В форме ласточки, или как это называется? Они открываются вверх. Но кто об этом не мечтал? Смотрите, выставили как экспонат систему для игр кокпит. Знаете, как в Ютубе играют вот эти все блогеры игровые. 3 экранчика. Это ж надо как... Это, наверное, стоит уже как целая такая машина. Ну, может быть, чуть-чуть поменьше. Но дома я не знаю, как они вмещают. Нужна отдельная комната для этого. Походу, там есть еще и газовый упор. Наверное, когда в играх какие-то неровности, эта платформа или как вот что-то трясет это кресло. Я эту машину видела во многих фильмах. Это вот просто легенда. Ребят, это корвет. Посмотрите, как внутри все сделано. Отрицательный угол панели. Это все сделано для того, чтобы ты комфортно ехал, но чувствовал себя, как будто ты гонщик. Выхлопная труба, конечно, просто unreal. Посмотрите, крыша. Ее можно, видимо, вот так снять. И получится такая модель Тарго. Никогда не представлю, каково это ехать в такой машине. Я чувствую вот этот вайб, знаете, людей, которые богатые, 60-х, наверное, годов. И вот они едут в путешествие, там такой багажник. Ну, прям вообще, сумки в этом багажнике должны были себя чувствовать крайне комфортно. Еще окошки для багажника. О, я не знаю. О, там даже есть, по-моему, подстаканник или что? Пепельницы нет. Увы, в те года не возили кофе с собой. Вот это мне нравится машина. У нее цвет такой, ну прям морской. Такой нежный. Прям как будто она сама уже в такой жаркий день охлаждает. Эта машина.
Ребята, я что-то зависла около этой машины. Просто ее рассматривать как экспонат музея. Смотрите, сзади так оригинально сделаны такие детали. Дизайн, конечно, меня... Вот что-то меня цепляет там. Не могу глаз оторвать. Смотрите, значок-то какой, боже. Вот это антенка. Я не знаю, фары. Вот любая деталь, за которую у меня цепляется глаз, меня впечатляет. Я не знаю почему. Даже вот эта ручка. Смотрите, какие выхлопные. Вот это дизайн. Реально красиво. Даже как вот двери. Дизайн дверей. Меня уже это дух захватывает. Но я еще покажу. Просто она так и стоит, мне ее так жалко. Где-то в уголке маленькая, невзрачненькая. Интересно, это тоже экспонат или кто-то приехал на работу? Ну что ж, ребят, вот это был мой незатейливый разбор. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше моих незатейливых разборов. Я надеюсь, вам понравилось. Желаю вам всего хорошего. И пока-пока, до следующих видео.